Дорогие друзья, подписчики попросили проанализировать акции нефтяных компаний нашей страны. Давайте, наверное, начнем с обзора по нефти, что происходило на этой неделе и что следует ждать. Вот по данным CFTC, это комиссия фьючерсов Соединенных Штатов, за прошедшую неделю немножко выросло количество лонгов по фьючерсам нефти. Но вот график имеет такую форму, и сейчас начался небольшой рост. Но на самом деле здесь рост идет в пределах некой погрешности, которая указывает на то, что движение нефти происходит сейчас в диапазоне. Но вот если посмотрим по поводу рублю, который является деривативой на нефть, то здесь пока у нас не стоит ждать потрясений, скорее всего, потому что все-таки американские трейдеры, они сохраняют лонги в нефти. Даже чуть-чуть снизили позиции, но они все равно находятся на исторических хаях больше 332 тысяч. Так, дальше, возвращаясь к нефти. Вот смотрите, по данным Baker Hughes, активных буровых установок количество немножко снижается. То есть это говорит о том, что установки сокращают, и этот процесс, он, скорее всего, еще какое-то время продлится. То есть это связано с текущей работой сланцевых компаний США. Хотя как бы цены на нефть, они находятся не на слишком низком уровне, но и не на очень высоком. Так, дальше вот хотел обратить ваше внимание, вот такая статья интересная. Рынку нефти грозит новый сланцевый шок. Смысл этой статьи сводится к тому, что несмотря на достигнутые соглашения ОПЕК и Россия по поводу снижения добычи нефти для поддержания цен, рост экономики США в последнее время завязан на производстве сланцевой нефти и газа. И, соответственно, американцы, они будут вынуждены для того, чтобы поддерживать свою экономику, производить больше или такое же количество, но скорее всего даже больше, нефтяных, сланцевых нефтепродуктов, которые они будут экспортировать в другие страны. То есть это вот является указателем на то, что все-таки в ближайшее время для поддержания роста экономики США они будут качать больше нефти, и все равно цены на нефть, скорее всего, пойдут вниз. Хотя, опять же, для американской экономики наиболее оптимальные цены для поддержания ее эффективного и комфортного существования это где-то от 60 до 75 долларов за баррель. Цены выше, соответственно, все начинает становиться колом и тормозиться. Цены ниже 60 долларов за баррель начинает чихать сланцевый сектор, который закредитован, и, соответственно, банкротство этих компаний, оно может привести к глобальным изменениям в экономике США. Так, ну давайте перейдем к нашим нефтяным компаниям российским. Вот я здесь сделал выборку, но «Газпром» мы отдельно рассмотрим, я поэтому про него ничего не буду говорить. Компании с низкой капитализацией типа «Руснефть», «Саратовский НПЗ», «ЕТЭК» я думаю, нет смысла рассматривать. Ну и «Сургутнефтегаз» это, в общем-то, бумага, она в силу ее специфики, по ней можно отдельный выпуск делать и рассказывать о специфике ее бизнеса. Так, ну давайте вот посмотрим основные наши нефтяные фишки. Что здесь бросается в глаза? Вот есть компания «Новатэк». У нее достаточно высокий мультипликатор P на E, цена на чистую прибыль. Это говорит о том, что с фундаментальной точки зрения компания, она очень высоко оценена и у нее мало маневра для роста. Но тем не менее, эта компания, она специализируется на поставке, на экспорте сжиженного газа. И, соответственно, эта компания, она главный бенефициар тех происшествий, которые возникают при затруднении экспорта газа через трубы. То есть, если «Газпрому» препятствует экспорту газа через трубы или появляется спрос на российский сжиженный газ в большем объеме, то, соответственно, эта компания, она относительно молодая, она растет и будет продолжать расти в этой ситуации. С точки зрения P на E, наиболее недооцененные компании, то, что ниже 5, ниже 5,5, это «Газпром», «Газпромнефть» и «Башнефть». Вот. На самом деле, конечно, «Газпром» в этом плане он наиболее интересен, потому что компания очень ликвидная, с высокой капитализацией, большими возможностями, но и большими политическими рисками. «Газпромнефть» и «Башнефть» компании с относительно невысокой капитализацией по сравнению с «Газпромом», но тем не менее, то есть они в фундаментальном плане могут представлять достаточно большой интерес для портфельных инвесторов. Так, давайте теперь мы рассмотрим с точки зрения финансовых показателей и с точки зрения дивидендов. Так, вот наше все национальное достояние. Достаточно высокая выручка, которая постоянно растет. Чистая прибыль колеблется, но здесь очень интересный момент. У «Газпрома» достаточно высокая доходность на акцию, плюс сама бумага высоколиквидная. Это наша голубая фишка номер 1 или номер 2, в зависимости от ситуации. Поэтому даже в случае обвала на рынке бумага она очень интересна для портфеля, потому что дает высокую дивидендную доходность, высоколиквидна и фундаментально у нее есть очень большой потенциал для роста. Так, это «Газпром».
«Газпром». Так, дальше «Лукойл». Вот «Лукойл» с точки зрения эффективности наиболее интересная бумага на нашем рынке. У нее, ну скажем так, не в такой степени растет выручка, как у других нефтяных компаний, но тем не менее у нее достаточно существенно растет EBITDA и чистая прибыль. То есть это говорит о том, что у компании, ну, она ориентирована на оптимизацию бизнес-процесса и извлечение максимальной прибыли путем увеличения своей эффективности. Это вот большой плюс этой компании, и за это она мне очень нравится. Вот. Это тоже голубая фишка с очень высоким оборотом. У нее достаточно высокая доходность дивидендная. Она не такая высокая, как у «Газпрома», она где-то в районе 5% в среднем будет. Но тем не менее, то есть в плане получения дивидендов компания достаточно интересная. Голубая фишка с высоким оборотом, эффективный бизнес. Ну и плюс достаточно, скажем так, хорошие дивиденды, но не самые высокие далеко. Так, дальше вот компания Татнефть, про которую спрашивали. Так, ну компания Татнефть, у нее тоже растет выручка, чистая прибыль тоже очень хорошо растет, то есть бизнес как бы развивается и все идет очень хорошо. Дивиденды на обычную акцию в районе там 7%. То есть в принципе с точки зрения инвестиций для получения дивидендной доходности акция она достаточно интересна. Вот, и в то же время у нее оборот на МВВ порядка 1 миллиарда рублей. То есть компания, она в принципе достаточно адекватно и интересная с точки зрения портфельного инвестирования. Но это как бы компания, национальная компания Республики Татарстан, можно сказать. Так, дальше у нас идет компания, это Роснефть. Роснефть крупнейшая голубая фишка. Сейчас, правда, у нее обороты упали, потому что там определенная игра была проведена. У нее растет достаточно ощутимо выручка. Чистая прибыль тоже у нее, вот, особенно последний год, скаканула. Но дивиденды, кроме последнего года, она платит не очень богато. То есть это где-то порядка 3-4%. С точки зрения дивидендной доходности я бы эту бумагу в портфель покупать не стал. Хотя, опять же, бумага ликвидная и, скажем так, это крупнейшая нефтяная бумага нашей страны. Так, дальше Башнефть. Башнефть это аффилированная с Роснефтью компания. У нее выручка, конечно, растет, но не столь энергично, как у большинства других компаний. Чистая прибыль у нее колеблется. Это было связано там с различными корпоративными делами. И доходная дивидендность на обыкновенную акцию у нее достаточно высокая. Кроме там 2016 года это порядка 8-10%. То есть с точки зрения дивидендной доходности акция, конечно, представляет несомненный интерес. Но там есть определенная специфика. По сути, сейчас это дочерняя компания Роснефти и есть ряд других моментов, связанных с ней. Так, ну вот Новатэк. Новатэк, у него очень стремительно растет выручка. Чистая прибыль у него тоже очень хорошо растет, но очень низкая дивидендная доходность на акцию. То есть это связано со спецификой бизнеса этого компании. Компания активно растущая, постоянно увеличивает свои показатели, но она с фундаментальной точки зрения очень сильно перегрета по мультипликаторам. Она является, скажем так, в своем роде инновационной, потому что ее бизнес это экспорт сжиженного газа. То есть не просто по трубе гнать, но его и сжиживать, и возить по всем странам мира. То есть определенный плюс у нее есть. Но по мультипликаторам она очень сильно перегрета. Дивиденды она платит небольшие. Но у компании очень хорошо прослеживается динамика роста по новостному фону. Как только следуют новости о том, что налаживается какой-то экспорт сжиженного газа в определенную страну, или «Газпром», скажем так, имеет определенные сложности с введением в эксплуатацию или строительством газопроводов, бумаги этой акции могут на таких новостях очень хорошо вырастать. Так. Ну и вот «Газпромнефть». Ну, «Газпромнефть», в принципе, компания, то есть у нее выручка достаточно хорошо растет. Дивиденды она платит, ну, в принципе, достаточно прилично, чуть побольше «Лукойла», но капитализация у нее, конечно, поменьше, как «Лукойла», и обороты на бирже у нее тоже не очень большие, они измеряются там сотнями миллионов рублей ежедневно, как правило. Так, ну вот там срез по оборотам акций на ММВ. Вот. Ну, это вот на 19 июля пример, то есть это не всегда такое соотношение оборотов, но тем не менее здесь вот наиболее ликвидные бумаги: «Газпром», «Сургутнефтегазпрев», «Лукойл», «Татнефть», «Роснефть» порядка 500 миллионов, «Новатэк» 455. Вот. Ну тут как бы главное то, что в основном вот в топе это «Газпром» держится, «Сургутнефтегазпрев», о них будем отдельно потом разговаривать. Вот. Ну и «Лукойл». То есть глобально вот из голубых фишек нефти это «Газпром» и газа, «Лукойл» и «Татнефть». Вот то, что, скажем так, оно все, ну еще Роснефть, да, Роснефть, но Роснефть, она немножко специфична в
в плане, во-первых, движения цены на акции и дивидендной доходности. Таким образом, вот с точки зрения дивидендной доходности, то есть ее размерности, возможности оперативно продать акции и вообще интереса бизнеса, я бы, конечно, остановился все-таки с этой позиции на Лукойле, на Газпроме и, может быть, на Татнефти обычных акциях. Так, ну давайте теперь мы с вами посмотрим графики. Вот это месячный график нефти. Вот смотрите, здесь какая картина получается. Вот мы сейчас при текущих ценах находимся в целом в устойчивом проторгованном диапазоне, который начинается где-то 60 и заканчивается на 72. То есть это вот диапазон, в котором нефть может, ну скажем так, устойчиво торговаться длительное время. Если мы уходим вверх из этого диапазона, то соответственно у нас первые цели это 75, потом 85 и потом 109. Если идем вниз, то вот внизу проторгованный диапазон устойчивый 57. 47 и соответственно дальше цена 37. Вот я об этом ранее рассказывал, показывал. Вот сейчас на месячном графике нарисовалась такая вот расширяющая формация. Такие фигуры чаще всего они приводят к снижению. Сейчас ситуация такая, что есть перспектива, которая заключается в том, что снижение добычи нефти ОПЕК и России для того, чтобы заморозить падающий спрос на нефть, стагнирующий точнее, оно будет выбиваться американскими солнцевиками, которые все равно будут качать большое количество нефти и продавать. И поэтому без выбивания крупных игроков типа Ирана в начало войны, движение в этот сегмент, там 75, 85, 109 вверх, он маловероятен. С другой стороны, при постепенном насыщении рынка нефти все больше и больше, возможно движение вниз. Это 57-47 и может быть, но я думаю, что это не очень вероятно, 37. Соответственно, такое движение, оно негативно скажется вниз на курсе рубля по отношению к доллару, негативно скажется на котировках нефтяных компаний. Поэтому я хотел бы вас предупредить, что сейчас на долгий срок, с моей точки зрения, портфель лучше акций не формировать. Там есть отдельные бумаги, которые, может быть, можно купить, но не на все, типа Газпром. Но опять же, может так получиться, что если вы там инвестируете не на 10-20 лет, а на 3-4-5, то в ближайшее время может быть возможность купить эти акции значительно дешевле. Так, ну давайте вот перейдем вот этот индекс ММВБ. Что мы здесь видим? Это вот месячный график. Но здесь у нас исторические максимумы, они вот были достигнуты. И, соответственно, вот исходя из уровней Фибоначчи, которые здесь могут быть, получается, что мы вот максимумы, которые могут быть перед откатом, то есть это вот 2617, 2879 и 3134, мы вот уже находимся на самых хаях. То есть вот сейчас здесь, по идее, должно быть уже движение вниз. И действительно здесь наблюдается некое снижение объемов, и поэтому наш рынок, ММВБ, является индекс отображением роста или снижения рынка, он, наверное, все-таки в ближайшее время пойдет вниз. Но давайте вот рассмотрим отдельные бумажки. Башнефть, месячный график. Какие есть сильные уровни у Башнефти? Это вот 1260, 1925 и 3500. Но вот на этот уровень, скорее всего, в ближайшее время бумага не пойдет. То есть надо либо, чтобы нефть была 109, либо какие-то были мощнейшие корпоративные новости, там, о росте дивидендов, о введении каких-то там инновационных технологий, повышающих прибыль и так далее. И поэтому вот она вышла сейчас из устойчивого диапазона проторгового 1915 вниз. Соответственно, она, если вверх не уходит и не заходит назад вот в этот диапазон 1900-2100, она, скорее всего, пойдет вниз. Первая остановка это, соответственно, будет 1700, потом 1500, потом 1300 и вот мощнейший железобетонный уровень 1260. Поэтому, если вы эту бумагу держите, все зависит от того, на каких уровнях вы ее покупали. Вот я бы ее сейчас покупать не стал, потому что, как и весь сектор нефтегазовый, она имеет потенциал для движения вниз больше, чем вверх. Соответственно, уровни, на которые нужно ориентироваться, я вам описал. Так, следующая компания у нас Татнефть. Хорошая компания, платит высокие дивиденды, но загнали ее на самые хаи. Вот, и здесь вот уже разворотные вот эти самые формации рисуются. И объемы здесь исторически достаточно маленькие. И поэтому наиболее вероятно, что бумагу будут вот куда-то сюда вот ее спускать. Либо на 666, либо может быть ниже 320 или вообще вот в этот мощный диапазон 204-112. То есть бумага хорошая, дивиденды приличные платит компания, но вот
как-то она очень сильно перегрета, и прям такой вот космический этот самый взлет, и вот эти вот формации нарисованные, они указывают на то, что очень вероятно развитие корректирующего движения вниз. Но опять же может пойти вверх. Нефть на 109 загонит, и дальнейший рост будет это от нефти. Но сейчас вот больше факторов, которые свидетельствуют о движении вниз. Вот в эти области, где ранее проходили большие объемы. То есть бумагу запустили в космос, будь здоров. Соответственно, она должна просесть по законам физики. Следующая бумажка — это Роснефть. Так, ну вот Роснефть, уровни я по ней рисовал, рассказывал. С моей точки зрения, то есть по дивидендной доходности я бы в эту бумагу для портфеля инвестировать не стал. С точки зрения целей, которые были достигнуты, бумагу сейчас вот разогнали очень хорошо. И сейчас, я думаю, все-таки, если она и будет немножко расти, это будет ограничено вот значением 465, с моей точки зрения. Но при движении вниз вот у нее достаточно много возможностей, много уровней, которые вот насобирались, к которым она будет стремиться при начале корректирующего движения на нашем рынке. Ну и вот железный уровень поддержки диапазона этой бумаги — это 255-190. То есть вот в этом уровне, если она сюда доходит, вероятность движения ниже этих значений, она будет не очень велика. Это то, что касается Роснефти. Так, ну и вот еще одна бумажка. Это Новатэк. Новатэк все время непрерывно растет. Это такая бумага агрессивного роста за счет того, что компания, считается инновационной, она открывает новые рынки в плане транспортировки сжиженного газа. Но тем не менее, она дивиденды платит не очень большие, и сейчас ее очень мощно разогнали. И вот месячный график. Вот здесь видно, уже формируются разворотные формации в этой бумажке. Вот здесь вот повешенный возник. Сейчас вот посмотрим, как июль закроется. С точки зрения опять же анализа по Фибоначчи, у нее получается определенный лимит, он исчерпан движение вверх. То есть сейчас драйверов нет, определенный уровень 1367 достигнут из золотого сечения, которое вытекает. Сейчас пошли разворотные свечи, и поэтому бумага, она, маловероятно, что она пойдет выше 1400-1450. Скорее всего, она будет двигаться вниз. У нее здесь много уровней, к которым она будет стремиться. Это и 1090, и 650. В целом, то есть наш рынок, он сейчас перегрет. А Новатэк, как бумага такого очень агрессивного роста, она вообще очень перегрета, я считаю. Хотя компания хорошая, бизнес интересный и очень перспективный. Потому что сейчас мировые поставки газа, они ориентированы не на прокладку труб, а именно на перевозку сжиженного топлива. Так, это Новатэк. Следующая бумажка — это Лукойл. Лукойл интересная компания, эффективный бизнес. Однако его тоже загнали на хаи. Плюс здесь разворотные модели свечные, медвежье поглощение. И поэтому, если нефть сейчас в космос не запустят с Ираном вместе, то наиболее вероятный сценарий — это все-таки, я думаю, движение вниз. Эти идут проторговки. И железобетонный уровень у Лукойла — это 2330-1537. Я думаю, здесь больше перспектив движения вниз, как и у всего рынка бионефтян. Хотя, опять же, если сейчас нефть будут разгонять, события с Ираном активировать, то мы можем увидеть еще и какой-то поход, допустим, на 6500 или на 6700. Но мне кажется, это уже маловероятно. Рынок очень сильно перегрет. Деревья до небес не растут, рано или поздно они падают. И следующая бумажка в завершении анализа нефтегазового сектора — это Газпромнефть, она же Сибнефть ранее. Так, здесь месячный график, здесь классика теханализа, двойная вершина рисуется, видите? Раз, и это вторая может быть наиболее вероятный сценарий развития событий. Соответственно, реализация двойной вершины — это движение на 274 и на 240. То есть бумага очень четко показывает, что она перегрета, и, скорее всего, в ближайшее время она должна корректироваться. И, соответственно, наиболее устойчивый железобетонный диапазон — это 152-99. То есть этот уровень, ниже которого, если не начнется какой-то коллапс глобальный в мире или в стране, она навряд ли пойдет. Давайте немножко резюмируем. Выводы какие? Сейчас бы я не стал покупать на текущих уровнях российские акции на долгий срок. Если только это не на 20 лет. А единственное, какие акции можно купить, с моей точки зрения, если прям душа требует, это только Газпром из всего нефтегазового сектора. Все остальные бумаги, они сильно перегреты, и они прям просятся для того, чтобы началась корректировка. Плюс российский рынок очень сильно перегрет и вырос. Сейчас начинают падать объемы. И при этом динамика цен на нефть, скорее всего, будет негативной. Посмотрим еще, что будет 31 июля, когда ФРС пересмотрит ставку. Многие высказываются то, что ставка будет опять снижена.
Но здесь может возникнуть обратный сценарий, что когда выходит положительная новость, это приводит к обвалу рынков. А когда выходит отрицательная новость, ожидали положительной, это приводит к еще большему обвалу рынков. Вот. Поэтому, резюмируя, лучше на долгий срок пока не покупать российские акции, тем более нефтегазовый сектор. Если вот прям очень хочется, можно немножко купить «Газпрома». Но очень вероятно, что в ближайшее время его просадят, его можно будет купить еще дешевле. Все, дорогие друзья, спасибо за внимание. До свидания.